Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и сейчас мы пойдем топить Realme GT 6T. Так, начать с того я хочу, что, разумеется, так делать нельзя, и, как мне говорят, придумай что-то новое. Но у меня по лекалам, я все как по инструкции, я ее придумал, и я тестирую смартфоны по полной. Топлю я их, разумеется, только после того, как протестирую полностью, потому что я допускаю, что он может погибнуть от такого теста. И у меня уже были эти случаи. ZTE тебе привет, Снуби, Z60 Ultra. И Samsung привет с его флипом 5, который также погиб. Но так делать, разумеется, не стоит. Надеюсь, что смарт выдержит утопление. Разумеется, после этого сразу, если у вас произойдет такая беда, вы бежите в сервис и просите, чтобы его разобрали и высушили. Вы его точно не приобретете, не беспокойтесь. Видите, где я снимаю? Вряд ли вы здесь находитесь. Здесь же он и будет продан людям, которые знают, что я делаю со смартфонами. И, в принципе, они меня тоже смотрят. А к чему это все? К тому, что вы знаете, почему Realme GT 6T не рассылали как GT 6? Я его купил, разумеется, на распродаже. А он ушел в свободное плавание и стал продаваться на Али, притом неплохими темпами. Правильно, потому что это классный смартфон. Классный и так с избыточной мощностью. Опять же, все относительно. Смотрим. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о смартфоне под неймингом Realme GT 6T. И очень многие читают в названии GT или GT6, GT6. В чем его особенность? В том, что его, в отличие от Realme GT6, который продают просто за какие-то безумные деньги, никому не рассылали. Вы могли его купить на распродаже, как и я, и удивиться в хорошем смысле. То есть здесь у нас LTPO-шный экран от 1 Гц до 120 Гц. Он тянет в играх на максималках, пусть даже там суперски тянет он полчаса, но все равно тянет. У него очень отзывчивый сенсор. Это не лучший сенсор, что я встречал, но все равно классный. За 25 минут это дело спокойненько заряжается. От 0 до сотки от родного адаптера питания. Это нереально круто. Если говорить про какие-то другие особенности, у него довольно неплохая камера, у него приятная цветопередача. И если говорить про вообще конкретно эту железку, своих денег, даже сейчас курс прыгает, по мне, спойлер, она стоит. Опять же, стоит или нет, на 100% решать вам. Процессор здесь современный, 1 300 000 баллов в Antutu. И после некоторых смартфонов с процессорами 5-летней давности, это для меня как глоток свежего воздуха за ценник в 3 раза меньше. Смотрим. Распаковка. Поставляется смартфон в упаковке из плотного картона с названием и краткими характеристиками самой модели. Упаковка, как всегда, хорошая. В комплекте у нас силиконовый чехол, довольно убогий, но без него носить смартфон будет проблематично, потому что марки, краткое руководство, ключ для извлечения слота под 2 сим-карты, сам смартфон с наклеенной защитной пленкой. Не лучшего качества, придется ее вам довольно скоро поменять. Блок питания на 120 Вт, его ни в коем случае не терять. И кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Габариты смартфона 162 на 75 на 9 мм, вес 192 грамма. Розыгрышей море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянный — это я разыгрываю смартфон Poco X6 Pro ежемесячно. Для участия в розыгрыше вам необходимо подписаться на канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов и в комментарии либо в описании своего канала оставить свое имя в телеге. Подписаться на телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Для победы на стримах присутствовать не обязательно. Кстати, как и последние 3 раза на стримах победители не присутствовали. Перейдем же к обзору. Приобрести GT 6T можно в серой и зеленой расцветке. Дизайн такой же, как у китайской версии этой модели, а именно GT Neo 6 SE. Обзор на нее уже есть на канале. Тыльная часть выполнена из стекла, а рамка пластиковая. Эргономика смартфона по мне хорошая, в руке лежит удобно, собран смарт хорошо, плюс есть официально заявленная защита от влаги IP65 и пыли, разумеется. В начале ролика вы видели, как смартфон справляется с утоплением и видеосъемкой. Так делать нельзя, но гипотетически, как и у меня, он у вас выжить может. Далее на корпусе расположена кнопка питания, качель регулировки громкости, 2 микрофона, разъем USB Type-C OTG версии 2.0 к нашему общему сожалению. К радости и капорт, а вот мини-джека нету. Звук GT6T стерео с поддержкой технологии O-Reality, сертификация Hi-Res Audio, функция пространственного звука и Halo Audio. Стерео неполноценное, качество звука неплохое. Есть перекос по звуку, и здесь нет никакого кастомного эквалайзера под него, и это нехорошо. Bluetooth кодеков здесь достаточно, сам Bluetooth чип установлен в
версии 5.4, последний. Вибромотор с технологией O-Haptics хороший, я бы даже сказал отличный, ко всему еще и настраиваемый. В эти деньги очень даже неплохо. Летим дальше. Смартфон оснащен AMOLED LTPO 8T дисплеем от BOE с диагональю 6,78 дюйма, разрешением 2780 на 1264 пикселя, защитой Corning Gorilla Glass Victus второго поколения, плотностью в пикселе в 450 ppi, цветовым охватом 100% DCI-P3, соотношением экрана к корпусу 94,2%, 10-битной матрицей и частотой обновления экрана от 1 до 120 Гц. И здесь 1 Гц экрана показывает, в отличие от Huawei Puro 70 Ultra, хотя там можно еще режимы поменять, может где-то увидеть, но это другая история. Здесь 1 Гц он в стоке показывает. Ко всему, можно настроить частоту обновления экрана отдельно для каждого приложения. Локальная яркость в пике заявлена 6000 нит, по моим замерам 1500 люксов в пике и 900 люксов на 100% яркости. 2,5 он мне почему-то не выдавал. Автоматическая регулировка яркости работает корректно, тач на 2500 Гц при мгновенном касании, тест на частоту дискретизации касания выдает средненький результат, но в играх сенсор хороший, отлично мне его не назвать. Плюс экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно, и всем игрокам, как говорится, приготовиться. Почему? Потому что здесь много особенностей. Посмотрите стриму, он вывозит довольно долго, довольно неплохо игрушки, но в то же время в какой-то момент он ломается. Это раз, и два, экран не плоский. Высокочастотное шим-затемнение 2160 Гц, показатели шима выше 15% не поднимаются, если измерять радексом, а при изменении прибором ТК шим поднимается до 40%. Полноценный Always On дисплей в наличии. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран с поддержкой измерения сердечного ритма, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер работает у меня лично не волшебно, сканер отпечатка пальца. У кого-то хорошо он работает. Распознавание лица срабатывает отлично, даже под углом. Зарегистрировать биометрические данные можно только у одного лица. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота у него 2,8 ГГц, графический процессор Adreno 732, оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 8 или 12 ГБ. Внутренняя память UFS 4.0 на 256 или 512 ГБ. В конфигурации с 128 ГБ ПЗУ и 8 ГБ ОЗУ версия внутренней памяти UFS 3.1. Система Realme UI версии 5.0 на базе Android 14 версии. Режим GT, разумеется, в наличии. Система работает хорошо. Google сервисы, разумеется, есть, как и, к слову, в китайской версии смартфона. По связи имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей с технологией Dual, 4G сетей и ниже. Для 4G все бенды на борту, в отличие от китайской, опять же, версии. Связь смартфон ловит отлично, датчик приближения не подводил. NFC на борту, MirPay встает без проблем. Realme GT 6T использует такие навигационные системы, как Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS и Navic. GPS-тест в городских условиях показывает точность 3 метра, но он у меня прыгает. Вообще ищет GPS очень долго. И самое странное, у меня в помещении он показывает 3 метра, а на улицу выхожу, показывает 4-6. Емкость аккумулятора 5500 мАч, заряжается от родного адаптера питания от 0 до сотки за 25 минут. И это прям круто. Беспроводной зарядки, разумеется, нет. Если будете заряжать его зарядкой на 90 Вт, то он будет заряжаться за 33 минуты. Кстати, по поводу 25 минут можете пересмотреть стрим. Он прямо у нас на стриме за это время зарядился. По поводу разряда. В PUBG в час уходит 20% заряда, но это если округлять полчаса первые, когда он еще не перегрелся. Потом суммарно он поедает где-то 26-28, и вторые полчаса, через 32 минуты, как у нас было на стриме, происходит сброс FPS лютый, сброс яркости до 500 люксов, плюс он начинает греться. Так что смартфон хорош, но не для длительного использования в играх, пока во всяком случае. Сколько он выбивает в PC-марке, вы видите, и я бы сказал, что цифры вообще космические. Почему? Потому что выбивать 10 часов 44 минуты на максимальной яркости, максимальном разрешении, максимальной герцовке, это прям вау. При просмотре видеороликов с YouTube у меня в среднем уходит 3-4% заряда. Перейдем к тестам. Тротлинг-тест вы видите на экране, сколько он выбивает в Geekbench, сколько в 3D-марке, но в 3D-марке хочу обратить ваше внимание на его устойчивость. Она рандомная, то есть и в Wildlife стресс-тесте он показывает не лучшую устойчивость, а уж тем более в их новом тесте под названием Steel Nomad Light Stress Test. И это свидетельствует о том, что пока еще есть куда пилить оптимизацию. Стресс-тест прошел он не лучшим образом. По поводу всех тестов, кстати, которые вы видите, включая Antutu, все это было проведено не в режиме GT. Я понимаю, что вы сейчас напишите, что почему не в режиме GT, потому что в GT он сильно и не отличался. То есть 1 329 000 баллов на третьем прогоне
Sony он показывал у нас в Antutu, и это и то за глаза и за уши. Переходим к камерам. Основной сенсор Sony Lead 600, тот же Sony IMX882 на 50 мегапикселей. С оптической стабилизацией, фокусным расстоянием 26 мм, углом обзора в 79 градусов, апертура 1.88 и максимальным разрешением для видеосъемки 4К 60 FPS. Далее стандартный сверхширик Sony IMX355 на 8 мегапикселей с углом обзора в 112 градусов, апертурой 2.2, фокусным расстоянием в 16 мм, цифровой стабилизацией, максимальным разрешением для видеосъемки 1080p 30 FPS. Фронтальный сенсор Sony IMX615 на 32 мегапикселя находится по центру верхней части экрана в небольшом вырезе. Апертура у него 2.5, фокусное расстояние 21 мм, цифровая стабилизация, угол обзора в 90 градусов. Максимальное разрешение для съемки видео 4К 30 FPS. Напоминаю, что китайскую модель по видео и фото я сравнивал со смартфоном Redmi Turbo 3. Короткие примеры, как и сравнение, вы сейчас, разумеется, увидите. Ну а фактически Redmi Turbo 3 это то же самое, что Poco F6, который я сравнивал как раз с глобалкой, получается. 4К 60 FPS, съемка с двух рук. И вот так вы сможете снимать коня ночью на Poco F6 и Realme GT Neo 6T. Притом у шестерки тоже 8К не было, 8S Gen 3 хотя там. В общем, здесь лидера можно легко определить по работе со светом. Протирал 500 раз все. И да, и все. И вот здесь у Realme магия. У Realme в версии 6T получается только 4К 30 FPS. И нет 1080p 60 FPS. А у Poco F6 нет 4К, но есть 1080p 60 FPS. Вот так. Вот так вы сможете снимать на эти два смартфона ночью. К сожалению, не работает у нас луп вот тот с диодами, но здесь все довольно и так ясно и внятно. 4К 60 FPS, ночью еда. И не только. 4К 60 FPS, лифт, Realme GT 6T и Poco F6, X2 GT, X2 F6. Снова вот так будет вас снимать. Ну что, сделал я фотки на ультраширик, и Poco, конечно, относительно Realme все плохо делает. Это утро. Кстати, я Poco перепутал с Oppo K11 сначала. Прикиньте, 6 утра, 5:50, пойду я спать, а перед этим, разумеется, тест. Очень хорошо можно проверить для основных модулей динамический диапазон в 4К 60 FPS и кто как может отрабатывать. Разумеется, у Realme ценовая политика не волшебная, но вот по поводу съемки вы сами все видите. Хотя с другой стороны, мы берем здание и в X2, видите, есть свои плюсы, свои минусы у динамического диапазона, потому что то, что снимает Realme, тоже не волшебным не является. Если брать, допустим, вот такие объекты, то плюс-минус одинаково по мне. Разумеется, два ультраширика 1080p 30 FPS. И здесь такая же история с динамическим диапазоном у Poco. Вот они так решили в F6 настроить. И все бы было ничего, если бы шумов у него даже было больше, чем у Realme. Хотя на маленьких экранах не видно, честно. Кто здесь? Не, ну вот здесь по работе с солнцем однозначно хуже Realme. Ну не Realme, а Poco. А вот фризы больше у Realme, кстати, посмотрите. Poco имеет фризы, но не такое количество. И смотрите по поводу логики сравнения. Два смартфона, стоят они на сейлах одинаково, то есть 27 с копейками этот, 27 с копейками, может быть 1000 разница. У Poco, да, сейлы не часто, но и у Realme не супер часто. Зато у Realme сейчас выгрузили 6, GT6 за космический ценник, и непонятно, чем он лучше вообще, чем что-то. Вот так вы сможете себя снимать в лифте на смартфон Poco F6,
который в ту же стоимость на сейлах, что и на сейлах Realme GT Neo 6T. Вот. GT 6T. И вот здесь основной вопрос дня. Вот сейчас 1080p 60 FPS на фронталку у Poco и 4К 30 FPS на фронталке у Realme. Что вам ближе? То есть понятно, что покафоны это вообще не про камеру, а Realme пытаются сделать так, что их смарты стали камерафонами в какой-то их выдуманной реальности. По мне, это примерно как с Huawei также. Что вам смотрят из экрана и говорят, ну лучше, а примеры никто смотреть не хочет. Исходники надо смотреть, исходники. Ну а теперь продающие кадры, и вот такими кадрами надо продавать, правда? Только не в сравнении. Почему? Потому что я не назову здесь супер лидером Realme. Обратите внимание на как раз работу со светом. Это закат. Вот так вы сможете снимать на эти два смартфона. 4К 60 FPS. Уже освещение включено, но пока необходимости в нем в прямом смысле ноль. И вот так довольно неплохо по мне. Вы можете снимать на эти два смартфона днем. Но напоминаю, что днем плюс-минус даже Poco M6 Pro, какой-нибудь там, не знаю, смартфон за $140 будет все равно отрабатывать очень даже неплохо. Не говоря уже о смартфонах по $300 плюс. Да, Realme, $300 плюс. Хотя этот, подождите, на скидок 250. Ну и так же, как не 250, 280 все-таки. Будем надеяться, что они скинут, потому что вот такие фризы, как вы видите при съемке, когда я двигаю, они как бы не про камерафон. То есть какая основная мысль? Вот позади меня закат, видите? Вот он, диапазон. С одной стороны. С другой стороны, пропускание кадров у Realme. Динамический диапазон лучше, а с записью, ну вот сейчас я вижу просто какой-то... Может быть, вы видите что-то другое. Может, ему очки не нравятся сейчас. Если снимать без очков, то будет вот так, и Realme все равно тормозит. Прям вау! Вау! Это вы хотите продать. Ну, хорошо. Но динамический диапазон лучше, чем у Xiaomi, однозначно. Нет смысла прогуливаться. Со стабом такая же история. Как пытается нас убедить Realme, в приличном обществе фронталкой не пользуются, да? Вот так вы можете снимать 4К 60 FPS. Днем то, что вы увидите у меня ночью. Здесь локация, которую я все время использую, потому что здесь бешеное количество источников освещения, максимально противных. По поводу цветов, корректно здесь показывает более корректно, я бы сказал, Realme чуть-чуть корректнее, потому что у Poco цвета темнее, вот здесь, а здесь, да, тоже Realme. Все равно ближе по цветам. Хотя от картинки не близко, особенно голубой. 4К 60 FPS, и я сейчас снимаю закат. Вы видите, как много шумов на великолепном нашем смартфоне под неймингом Realme. Вот где раскрываются все тайны, да? Когда ты берешь два смартфона одинаковой стоимости и чуть-чуть не очень хорошего. Вообще жесть. Сори, Realme сори. 4К 60 FPS, ночь. И кто лучше снимает здесь, в этом сценарии вы видите. У Poco много шумов, но еще и плюс видите линза. Хотя все плюс-минус нехорошо. Может быть, вы видите как-то это по-другому. Давайте здание посмотрим, а потом коня. Куда без коня? О, Poco долго адаптировался. Динамический диапазон у него не фонтан. Отработал. И вот в этом сценарии чем-то лучше Realme, по мне. Хотя шумов так много, вот, допустим, над черепицей, что очень сложно сказать, что это прям так. Давайте стоя, очень плавно.
Да, видите? Realme здесь выигрывает с пересветом, когда все. Надеюсь, что эта локация отработает еще очень долго. Я напоминаю, что нашел ее. И да, постараюсь сделать рефлексные фотографии, рефлексные значения на Соньку, но позже. Так что ждите в моей личной телеге, как это дело должно выглядеть в идеале. И что вы с этим сможете делать в идеале. Ну, вообще, в целом, кстати, я уже не придираюсь. Уже не придираюсь. Вот просто смотрите, как оно делает. Это снимает, и все. 4К, 60 FPS, основа. Вот смотрите, есть у нас вот такая картинка. И что здесь мы видим? Что ночью при фотографировании на этот смартфон, притом на основной модуль, я не вижу каких-то особо великолепных данных. То есть у нас шумов здесь море, контраст он выкручивает, из тени он ничего не вытягивает, и это без всяких сравнений. То есть просто вот исходники можете, повторяюсь, у меня в телеге скачать. Если говорить про ультраширик, здесь кажется все лучше, но если начинать приглядываться. Когда приглядываешься, ощущение, как будто тебе что-то нарисовали карандашом, и где-то еще что-то успело поплыть, видите? Притом поплыть конкретно. Это мы пройдемся просто про нескольким фотографиям. Здесь выкручен контраст, но не так, как Huawei P70 Ultra, там вообще дичь и натюрморт. Но вот в этих условиях я специально на iPhone 15 Pro Max фотографировал и на все остальное. Конечно же, Pro Max вам не понравится, потому что там цвета натуральные и никаких дополнительных контрастов. Для того, чтобы отделить, допустим, от фона, людей нету, как у тех же Huawei. Realme тоже так не делает, хочу отметить. Это виртуальный объем, как 3D-картинка. И в целом, по динамическому диапазону у меня есть претензии, но не за эту стоимость девайса. Если говорить про фронталку, вот смотрите, допустим, как она вырезала. Вырезала она не худшим образом. То есть я видел и похуже, и вообще с вырезанным ухом, но вот этот вот участок прям совсем неудачно получилось, мягко скажем. Здесь уже фронталка отработала лучше, если не смотреть на волосы. Здесь что-то с волосами получилось кусочно и частично. Фронталка — это слабое место. Если говорить про эту фотографию, можно делать кроп и сказать, вот это вот волшебно, но зато все остальное волшебным назвать очень сложно. Или можно с очень большой натяжкой. Здесь у нас мало деталей достаточно, учитывая освещенность у здания. И по цветам не все так плохо. Опять же, смотрите видео. По каким-то другим особенностям. Контраст выкручивает, динамический диапазон не лучший. Здесь ощущение, что тебя нарисовали, но нарисовали хорошо. Ночная фотография. Просто стоял, фотографировал, стаб не сработал. Еще одна ночная, стаб сработал. Все выглядит очень вкусно. Ну, относительно для тех, кому нравится подобная еда. И по мне, вот в этой фотографии он справился. Ночная фотография на пляже. Работа со светом плохая. Опять же, в сравнении с Poco. Если говорить про вот эти вот фотографии, которые я снимал рядом, то они не плохие, не хорошие. Здесь ничего полезного в этой фотке нету. А опять же, она была в движении, кстати, когда я на видео снимал, поэтому особых претензий к ним быть не может. Еще один конь, еще один пересвет, но все познается в сравнении. Сейчас вы увидите, как это дело все будет сравниваться с Poco, и вполне возможно комментировать я буду по-другому. Основной модуль фотографии, и непонятно, что он решил взять здесь в фокусе, слишком в лифте ему было тяжело. Это, кстати, новая локация, которую я буду использовать для того, чтобы вы примерно прикидывали, как работает что с освещениями. Она безумно противная, и Realme, разумеется, не справилась. Теперь самое интересное. Вот я не пытаюсь никаким образом никого улучшить или ухудшить. Вот у нас Realme, вот у нас Poco. И Poco по фото, ну, мягко скажем, проигрывает. Обратите внимание на этот участок. На этот участок Realme в этом смысле молодец. Вот видите, в одно и то же время это было сделано. Вот так он отработал со светом, что один, что второй смартфон. И здесь однозначный лидер кто? Правильно, Realme. Здесь ночь. С одной стороны, можно сказать, что динамический диапазон у Poco просто говорит «до свидания». С другой стороны, здесь вопрос, что вам надо. То есть, если вам нужен вот такой темный участок и здесь красивое солнышко, то Realme. Если говорить про Poco, вот в одно и то же время съемка, вы ощущаете разницу. Я бы выбрал Poco, потому что вот здесь я закрасить как-то что-то смогу. Я, конечно, не нарисую такие же облака, потому что здесь облаков вообще нет. Фотографирую я с руки, не пытаюсь сделать что-то лучше, хуже. И поэтому здесь он проявил себя плохо, здесь проявил
лучше. И если говорить про фото в лифте, то же самое. По деталям Realme выигрывает. И в целом, единственное, по цвету он контраст добавил рубашки, она менее синяя была. Poco ближе. И все. Пока по фото однозначный лидер у меня Realme. И просто захочу запечатлеть это дело без сравнения. Почему? Потому что, разумеется, без сравнения картинка будет значительно приятней. И будет казаться, что вау, вот это Realme снимает. Да? Но, ладно, сделаем по красоте, чтобы вы могли кому-то показывать только эти кусочки. Не сравнение с другими смартфонами, а вот так. Вот так вот все. Вау. Почему? Потому что фотки можно по-разному сфотографировать, по-разному сделать. А видео, когда ты снимаешь рядом с каким-то смартом, ты сразу видишь, что с солнцем, может быть, не так он отрабатывает хорошо, как хотелось бы. Что кадры у него пропускаются на 60 FPS. Но это не важно. Почему? Потому что если он вам нравится, почему нет? Правильно? И то же самое касается фронталки. Можно же просто поснимать так, чтобы не двигаться, не сравнивать и пытаться рассказать что-нибдь хорошее о смартфоне на каком-нибудь там, неважно на каком фоне, сказать характеристики, не упомянуть, что нет 1080p 60 fps или упомянуть вскользь, а это прям дно. Ну, то есть в этом 60 fps вы снимаете. Понятно, 4К это слишком жирно, но здесь, ну, такое себе. 4К 60 fps, съемка с одной руки. Так, разумеется, не делаем, но так как все ради контента, ночью все равно почти никого нет. Вот так вы сможете снимать на этот смартфон. И я повторяюсь, что если ты смотришь конкретно на один смарт, и по видеосъемке, говорю, по фото это вообще мракобесие, если ты не скачиваешь исходники, ты вообще ничего не видел. Потому что YouTube пережимает, и можно разные настройки даже при открытии в программе у фотографий сделать. Плюс вы не видите цвета. Так вот, по поводу видео, все у него нормально, только одно но, если ты не начинаешь сравнивать. И вроде бы 4К 60 FPS, но я вижу пропадание кадров. В каких-то моментах вы уже видели, он выигрывает, тот же Poco F6, но таких моментов по мне меньше. Хотя у вас может быть другое мнение. И вот возвращаясь к нашим вопросам, если мощи супер нет и нету суперценника, что Realme нам предлагает? 4К 30 FPS и еще такое, что камера довольно долго отрабатывает, когда ты пытаешься снимать. Во-первых, и фотографии дольше, чем на Poco. То есть все, что вы видите, Poco практически всегда моментально фотографировала, хотя где-то проигрывала. А Realme фотографирует все время надо 3 секунды. Очень много смазанных фоток, но сейчас я стараюсь их удалять и стараюсь привыкать, что нужно подождать, постоять. Но иногда того это стоит. Еще немного фронталки в 4К 30 FPS. Я все думаю, чем мне так неудобен Realme. Так у него грани не прямые. Да, я это секта прямых граней. Прямых. То есть вот то, что они а-ля полуводопад экран, мне лично некомфортно, вам может комфортно. Вот так сможете себя снимать на фронталку. К слову, с дополнительной стабилизацией он снимает только в 1080p 60 fps. И я вам скажу, что я подустал, что он очень долго фотографирует, но вот так вы сможете снимать вот как раз с этой дополнительной стабилизацией. В условиях низкой освещенности смотрибельность подобного нулевая, прямо скажем. Хотя, возможно, вас эта картинка не устраивает. А переводить на фронталку, разумеется, нельзя, как в Samsung. 4К 60 FPS, и это фотоблогинг. Вот так вы сможете снимать лапшу под тай. Ага, что с автофокусом? Ну, может, это из-за... Я не знаю, из-за чего. Думайте сами. И это соевое мясо, разумеется. Разумеется, соевая картошка, соевое мясо, все, соевые креветки. А вот теперь с супер стабилизацией 1080p 60 fps. И я хочу сказать, что мы провели только что стрим на него, 20% в час в балансированном режиме он поедает в PUBG New State, на 31 минуту он сбрасывает яркость до 500 люксов и FPS до 60, но это лучше, чем я ожидал, и это хорошо. То есть не хорошо, что он сбрасывает, не хорошо, что сбрасывает FPS, но смартфон реально хорош, объективно. И 4К 30 FPS, то есть он сделал больше, чем от него требовалось.
Он сделал больше, чем я от него ожидал. И он молодец, мягко сказано. Почему? Потому что в этой ценовой категории у всех изначально вот из коробки были больше недостатки. Понятно, что там меньше люксов. Кстати, мы еще проверяли на стриме шим. Шим был до 15% радексом. Правда, ТНА больше покажет, но это уже вы увидите сейчас в ролике. И плюс, помимо шима, мы проверяли LTPO. При 1 Гц он работает. Вот. Ну, то есть LTPO рабочий здесь. При 1 Гц. 1 Гц он показывает. 4К 60 FPS, как-то я залип на этой локации. Уже второй день во время заката я сюда прихожу и снимаю. Если вы видите разницу между вчерашним днем и сегодняшним, это хорошо. Потому что обновлений не было, и по большому счету все то же самое и все так же. Здесь 4К 30 FPS, фронталка 0.8 и фронталка X1. Я только сегодня сделал просто обзор на Puro 70 Ultra. Опять все через себя пропустил, и Realme мне показалась такой, любая модель прелестью. А еще отмечу, что, во-первых, курс скакнул, это понятно. А во-вторых, есть такая штука Realme GT Neo 6. Не GT6, а GT Neo 6. Обратите внимание, в телеге скидок посмотрите. Очень похожа она на GT6, только без попытки сделать суперкамеру. Ну и там телевик, но по большому счету тот же процессор, тот же экран. И для большинства, для кого вот это вот у нас лучшая съемка, она штука такая полезная. Так вот, его я, получается, купил. И GT6 сегодня-завтра куплю. Я пока морально не готов. И динамический диапазон здесь, конечно, на фронталке атас. Но что делать? И приходите на прожарки. Мы этот телефон уже жарили, и все остальные Realme тоже будем жарить. 4К 60 FPS, Realme 6 GT6T. И вот так сможете снимать закат. Но сейчас уже ушло относительно Huawei, и он перекрашивает. Вот там X2 я сейчас сразу сделаю, вот это вот украшалово прям конкретно. И 1080p 30 FPS. Закат. Посмотрите в моей личной телеге, я туда еще с айфона и с Puro 70 Ultra подобное видео скинул. Минусы: нет возможности расширить внутреннюю память, нет беспроводной зарядки, нет 60 FPS для фронталки, Wi-Fi 6, а не 7 серии, и нет мини-джека. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. В телеграм-канале скидок я в историях еще и аналитику периодически выгружаю, потому что кое-что хочется объяснить и пояснить по поводу цен, которые скачут вместе с курсом. А резюмировать я хотел бы, как всегда, довольно сложно. Многие, наверное, очень часто не понимают моего сарказма и не понимают, что я хочу сказать. А хочу я сказать чаще всего в первое. Вам необходимо смотреть всех, прислушиваться ко всем и делать уже свои выводы. Почему? Потому что есть у нас, допустим, вот не зря я сегодня сравнивал Poco F6 смартфон. Есть этот смартфон. Чем он выигрывает Poco F6? Ну, я не вижу. То есть в чем он выигрывает при одной стоимости, я не вижу. Это очень классный смарт. И здесь они до такой степени рядом идут по стоимости, что плюс-минус 1000 уже решение о покупке может быть. Понятно, что для вас, возможно, будет важная оболочка, но вы можете походить и со смартфоном Realme каким-нибудь дешевым за 10 тысяч, потом со смартфоном Poco дешевым, опять же, там за 1012-13 Poco M6 Pro, и решить для себя, что вам ближе. Если говорить про этот девайс, я однозначно могу его рекомендовать. Почему? Потому что все, что только можно в тестах, он у меня прошел. Говорить, что он звезд с неба не хватает, да в каком-то смысле хватает. Я говорю, для меня, как для пользователя, главное, супер быстрая зарядка. Это реально вау. Помимо этого, LTPO-шный экран с такой космической автономностью тоже вау. Помимо этого, 30 минут, пусть 30 минут, но он тянет игрушку так, что мне приятно играть. Да, меня, может быть, чуть-чуть не устраивает тач. Да, я не люблю вот такие скошенные края. Да, они часто взвинчивают ценник. И да, он проигрывает по цене Poco F6, когда его выгружают на скидках по 26-27 тысяч. Смотрим телегу скидок. Если говорить о линейке именно Realme, то он реально очень неплохо выглядит. Я куплю GT6, который считаю оверпрайсом там за 40 или 35 тысяч, что они там напридумывают, и расскажу вам. Но я считаю, что это неразумно покупать его вместо, допустим, Oppo Find X7 или того же
Poco F6 Pro или OnePlus 12R. Там все до такой степени близко в эти деньги. В то же время существует помимо этого смартфона магический смарт Realme GT Neo 6 без приставки SE. Его я тоже купил. И это аналог GT 6. Но он намного дешевле, прям намного. Он стоит чуть-чуть дороже, чем этот. И в чем его преимущество, я тоже посмотрю. Realme клепают, как и Redmi, просто бешеное количество девайсов, которые вот непонятно чем даже отличаются. Где-то там какой-то телевик они добавили. Помимо телевика. Но вот ультраширики они почему-то нормальные никуда не пихают. 1080p 60 FPS даже в GT6 нету. Это тоже дно, извините за грубость. И тут Остапа понесло. В общем, при прочих равных вам необходимо смотреть на те сценарии использования, которые вам важны. Это не та категория товаров, про которую я буду говорить, что надо смотреть на ликвидность. Продадите вы его в те же деньги плюс-минус, когда вы на Авито его приобретете. Это не смарт за 130 тысяч. Но без чехла носить вы его очень сильно вряд ли будете, потому что это скользкое дело. Если говорить про материалы, разумеется, у него много конкурентов, которых он проигрывает даже по материалам. Допустим, Samsung A55, и по съемке он ему проиграет, хотя у Samsung A55 нет 4К 60 FPS, но там есть защита от влаги. Повторяюсь, Poco F6 есть на фронталке 1080p 60 FPS, но там не всем подойдет оболочка. И вот тебе приходится так бегать, прыгать, смотреть на Nord 3, допустим, от OnePlus с суперским вибро. Так что разброс огромный, топы у меня на канале. Если вы решили приобрести этот смартфон, я однозначно могу его рекомендовать. Но также очень сильно рекомендую вам посмотреть на всю линейку Realme сейчас трезвым взглядом и понять, нужен ли вам такой смартфон. Или вам хочется чего-то супер дорогого, что им необходимо просто любыми способами и средствами продать без 1080p 60 FPS на фронталке. Они, конечно, тоже молодцы, берут как Huawei, принимают бразды правления и лупят в рекламу. Кстати, это очень хорошо, что все эти бренды очень-очень-очень настроены на рекламу, всех везде возят, все показывают. Это говорит о том, что экономика просыпается, и бренды просыпаются. Я это сейчас говорю без сарказма. Поэтому девайсу от меня да, обязательно посмотрите прожарку на канале Польза стримы. Мы его жарили больше 2 часов. Обязательно посмотрите потом обзор одним кадром. Я буду ходить и рассказывать на него на основной модуле. Сравните там 80 с лишним смартфонов. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал с колокола.